Завершились эти длинные выходные в Омске, а вместе с выходными завершилась наша серия Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И завершили ее прекрасным катанием, яркой вспышкой, влетев на первую ступень пьедестала почета, обыграв не кого-нибудь, а непобедимых Мишину и Галямова, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Ребят, рассказывайте, как вам удалось провести такую хорошую работу после этапа своего первого, где не все получилось, и сегодня так блестяще откатали произвол? Ну, на первом этапе мы очень плохо откатали. И как только приехали, сразу же была сильная мотивация что-то работать, что-то делать. И с самого первого дня начали работать, улучшать все ошибки, которые допустили в Красноярске. После Красноярска мы сильно набрали форму. И такое ощущение, что нам нужно было такое выступление в Красноярске. Оно нам дало реально мотивацию и сил, чтобы работать, не покладая рук и добиваться результатов. Несмотря на золото, что-то вы какие-то невеселые, ребята. Вот вы мне, конечно, за кадром сказали, что вы сдержанные. По какой причине? Можно радоваться, можно ликовать. Отличное катание, золото. Почему такие сдержанные эмоции? Как говорит Мотя, у меня лицо такое. У них лицо такое, потому что теперь же чемпионат России, следующий старт, а аппетит приходит во время еды. Ребята, и уже есть бронза чемпионатов России. В прошлом году они отдохнули, дали другим повыигрывать. И сейчас, как я понимаю, планы самые грандиозные. Да, не будем забавлять оборот на тренировках. Очень рады, что выиграли, несмотря на наше лицо. Я просто немножко в шоке и устал после произвольной. Потому что тяжело все равно ехалось. На тренировках легче едется. Хотя обычно наоборот. И вот как-то так. Это золото перед чемпионатом России вам добавляет уверенности или все-таки ответственности больше? Ну вот смотря с какой стороны посмотреть. С одной уверенности, а с другой нельзя расслабляться. У нас такое впервые, что радует. И посмотрим, что будет. Пока что не знаю, пока что мало времени прошло. Какое такое? Такое прекрасное катание? Да не впервые. Ты просто, наверное, подзабыл, как ты катался до Катиной травмы. И, в принципе, сегодня я в своих комментариях поздравил вас с возвращением. Именно сегодня. Я сказал, вот сегодня я ребят хочу поздравить с возвращением, потому что до этого это были еще не Чекмарева и Янченко. А вот сегодня, вот я их поздравляю. Вот ребята вернулись, и немножко я предвосхитил развязку спортивных пар. Я сказал, что на чемпионате России нашим лидирующим дуэтом будет не так-то просто только между собойчик опять разыграть, потому что появилась очень классная молодая пара. Но чуть-чуть я, скажем так, отложил это на чемпионат России. Это произошло уже здесь, в Омске. Что для вас победа, наверное, прежде всего над, Мишин и Галямов — это флагманы парного катания последних лет. И что для вас значит эта победа? Ну, скорее, что это возможно. Что все возможно? Раньше это казалось вообще какой-то за гранью возможности, потому что очень редко кто обходил вот топ-3 пары раньше вот было. Очень редко кто обходил. А сейчас все возможно. И как будто в вашем случае нельзя списать на Сашину травму, потому что у тебя тоже был трудный прошлый год, когда ты пропустил вообще все соревнования. То есть, в принципе, и ребята готовились скомканно к этому сезону. Ну и у вас тоже довольно долгий путь был восстановления и возвращения на этот лед. Поэтому в вашем случае как будто бы все честно. Еще хочу поблагодарить и поздравить Катю. Тоже с возвращением публично. Потому что это была не только травма, еще очень много было жизненных обстоятельств. И Катя просто герой сегодня. И вообще, в принципе, на тренировках я сегодня ей очень горд. Но получается, что в прошлом сезоне ты тренировался один. Вот как вообще вы переживали травму? Вы все равно пара. Как тренироваться-то раздельно, если одно звено из двух выпадает из тренировочного процесса? Вот у вас как это происходило? Я находил другие увлечения, правильно. Катя говорит, что в бильярде тренировался. А так и после травмы я часто к ней приезжал, поддерживал, как мог. Разговаривали с ней часто. Ну и сам тренировался. И ждать обещал. Дождался. Дождался, да. И прыжки поддерживал, и физическую форму поддерживал. Не так, конечно, как
соревновательный сезон, но все же поддерживал. Ой, я знаю, что спортсмены не любят этот вопрос, сама такая была, но все-таки хочется спросить, после сегодняшнего золота, вот ваш аппетит на чемпионат России, возможно, у вас есть какая-то цель, попасть на пьедестал, выполнить еще более сложный контент, вот поделитесь вашим планом на, по сути, главный старт сезона предстоящий. Усложнять контент, наверное, не будем. А так, для нас главный чистый прокат. Если чисто катать, то все будет. Как бы тут... И это правильный ответ. Я, Моть, еще хотел спросить, вот ты целый сезон, да, тренируешься один на льду? Понятно, прыжки поддерживаешь, вращение, еще что-то. Но как парный элемент тренировать? Плюс еще Катя выросла, это заметно. Это уже не маленькая, это Катюша Чекмарева, это уже Екатерина прямо на льду, понимаешь? А у тебя не только поддержки или там парные элементы, я вчера это тоже в комментариях отмечал, куда-то не ушли, не стали хуже, а как будто даже стали лучше и креативнее, особенно поддержки. Как ты тренировал именно вот силовые элементы целый год? Ну, вот так вот пропустили целый сезон, вы говорите. Но мы же не катались целый сезон. Ну, не катались. Имею в виду, не выступали, да, на тренировки ходили. Я очень быстро достаточно восстановилась после вот этой вот травмы. Хотя мне говорили дольше сидеть, но у нас было так, что я с гипсом прихожу сначала на лед ко всем, потом что-то хромая, но с костылями прихожу, а потом раз, я уже на льду в коньках. Это как бы достаточно быстро, но понятно, что не в полную силу все делала. Ну, то есть, наоборот, у вас было время как раз на придумывать этих элементов, этих поддержек, пока ты там не можешь делать выбросы и прыжки. Ну, плюс-минус, да. Если не изменять память, то я катался 1-4 или 5 месяцев максимум. Всего-то, что Это там, много. полгода Это просто много, один но- покатался. Но это не со мной было. С тобой, 4-5 месяцев один ты катался? да. Ну, может, значит, изменяет память. Но суть не в этом. Суть в том, что я хотел сказать, что основная работа была проведена в межсезонье, в летом. На сборах мы пахали, отдавали всех себя на стадионе, на этих круговых, несчастных для нас. И вот это дает результат с межсезонья, и вот сейчас мы тоже набираем форму в течение сезона. Ну, я как тренер, наверное, поясню, что такое круговые. Это круговая тренировка. Есть у нас такой циклический момент, что бегаем мы по стадиону по кругу, и каждые 100 метров делаем парные элементы в серии. Да, все верно. Все объяснил правильно? Я сейчас резко вспомнила, что как-то пришла на тренировку к парникам. У одного мальчика не было партнерши, она то ли болела, то ли травмирована, то ли у него в принципе не было партнерши. И он в поддержке поднимал машинную шину. И я вообще не поняла, что это за такой перформанс. Вот что-то такое делал наверняка же, чтобы поддержки не уходили. Ну, только если в начале карьеры своей я делал тодосы с шиной небольшой, которую в руку можно одну взять, кидал наверх шину от легковой машины. Да. На подкруте я заходил, Ну, не от разгонялся. трактора точно. Точно не от трактора. Да. Разгонялся и кидал его в подкрут. Следил, чтобы он четко надо мной вылетал. Да, есть такие тоже тренировки, и не только с шиной, еще боксерскую грушу можно использовать для этого. Или даже куклу. У борцов есть специальная такая кукла, с которой они прием отрабатывают. С ней тоже можно там чуть-чуть подкачивать молодого партнера. Конечно, впоследствии, когда ты уже умеешь делать элементы, и у тебя есть партнерша, ты делаешь это все вместе с ней. Вопросов у меня больше к вам нет. Только поздравления, У меня только тоже. восторги. Вы огромные молодцы. Готовьтесь к награждениям. Сейчас самое приятное. Все же, что есть в спорте, это медали. Что еще может быть приятнее? Тем более, когда они золотые. Спасибо большое. Поздравляем. Жень, Максим, спасибо.